Привет, интернет! Меня зовут Владислав, и сегодня в рамках новой рубрики мы с вами поговорим о переизданиях. Не обращайте внимания на задний фон, у нас в доме идет ремонт, поэтому временно пришлось перетащить часть вещей в гостиную. Сейчас эту гору вещей закрывает только накидка, ну а Эдди я поставил на передний план, чтобы вы особо не отвлекались на беспорядок, который происходит сзади. Итак, начнем. Сегодня мы с вами поговорим про относительно новое переиздание. А что, вы думали, что плохие переиздания бывают только у старых альбомов? Не тут-то было. Пожалуйста, вот вам один отличный пример. Переиздание группы In Flames 2012 года, Essence of Purpose. Так, что здесь у нас? Лейбл Century Media в 2012 году купил лицензию у IF Music и издал альбом. Ранее этот альбом выходил на лейблах Nuclear Blast и Koch в 2008 году. Это были первопрессы. Первопрессов я, к сожалению, на руках не имею, но я имею фотографии этих первопрессов в интернете, по которым, в принципе, все можно увидеть, что мы хотим увидеть и изучить. Но сейчас мы более подробно поговорим про издание от Century Media. Давайте я вам покажу его еще раз. Вот задник этого издания. Вкладочки. Пожалуйста, вы можете посмотреть, как выглядит конверт на издание от Century Media. А сейчас я вам покажу конверт от первого издания альбома. Разница ощутима, не так ли? Мы видим то, что на издании Century Media у нас идет обрезка изображения. Это очень хорошо заметно по краям. Также, если вы присмотритесь к вот этой области, то можно заметить, что на издании Century Media меньше деталей в тенях, как и на задней части альбома. У меня единственный вопрос к Century Media. Почему? Как человек, который занимался оформлением этого издания альбома, мог пропустить такое в печать? Я понимаю, почему печатникам может быть абсолютно пофиг на цвет, потому что им приносят тысячи исходников для печати, и они занимаются лишь выводом этих исходников на принтер. Но как такое мог пропустить лейбл, мне непонятно. И казалось бы, в век цифровых технологий, когда у каждого оформителя должен стоять профессиональный монитор, откалиброванный, специально настроенный, с цветовым профилем, Century Media выпускает вот это. Почему? Нехорошо. Не нужно так делать. Вы заставляете разочаровываться фанатов винила в этом формате после покупки таких изданий. Вы проявляете себя как непрофессионалы. Ну что ж, если лейблу Century Media пофиг на своих фанатов, пофиг на качественное издание винила, то я призываю вас не покупать это издание, поискать первопресс от другого лейбла, а также очень пристально относиться ко всем релизам переизданий от лейбла Century Media. Вот такое переиздание получилось у лейбла Century Media. И за его предоставление для обзора огромное спасибо моему подписчику Сергею. Человек специально отправил почтой мне это переиздание из своей коллекции, чтобы я сделал, так сказать, обзор, рассказал вам про него, показал, насколько оно плохое или хорошее. Так что еще раз огромное спасибо Сергею. Как звучит первопресс альбома, я не знаю, поскольку у меня не было на руках этой пластинки. Как звучит переиздание, я тоже не знаю, поскольку у меня нету на руках пластинки, только конверт. Но у меня для вас есть решение. Давайте спросим владельца этой пластинки о том, что он думает по поводу звука на этом виниле. Приветствую всех подписчиков группы обложки винила. Я Сергей с ником Rager. Вот, я занимаюсь коллекционированием всяких разных винилов. Присылаю попутно еще сканы разные в группу. У тебя в коллекции есть замечательная пластинка, которую сегодня уже представил. Это In Flames.
Sense of Purpose. Мгм. Именно переиздание у тебя. Да, все верно. У меня на руках переиздание от лейбла Century Media 2014 года. Да, ну и расскажи, как, собственно, владелец переиздания, как тебе звучание альбома. Для начала расскажи, что ты думаешь о массе этого винила. Шумная или тихая? По виниловой массе меня вообще абсолютно полностью все устраивает. Зная сам лейбл Century Media, они издали так, как, в принципе, должны были. Ну, звук он такой, конечно, он во многом похож на дисковый. Но естественно, что здесь вот этой всей компрессии, ее не так уже сильно уже она улавливается на слух, то есть есть такая полная достаточность самой объемности, четкости. К массе, в принципе, претензий никаких, она тихая. Абсолютно никаких. Давай пойдем дальше. Что насчет громкости? Запись чересчур громкая, тихая или стандартная? Не приходилось крутить ручку регулировки во время прослушивания? Вопрос вообще довольно сложный. Там на каждую сторону, если я не ошибаюсь, записано около 25 вообще минут. Поэтому запись, я бы не сказал, что она там сильно уж какая-то громкая. Она скорее, проще говоря, первые 3 песни с каждой стороны, они звучат громче, а последующие 3 звучат потише. Записано, в общем-то, довольно вообще достойно. По-моему, первая сторона, она звучит, может, даже чуть получше из-за того, что у нее просто вся продолжительность, она меньше на пару минут. Мгм. Но в целом к звуку никаких претензий абсолютно вот я не имею. Все отлично. Следующий вопрос. Как ты оценишь звучание инструментов? Нет ли у винила проблем с вылезающими на передний план гитаристами, барабанщиком? Абсолютно никаких проблем совершенно. Может показаться, что здесь какое-то сильно большое количество баса, но я считаю, что для такой вот системы, у нас, к примеру, если слушать на игле Audio-Technica 440 MLA, то я считаю, что здесь как раз все вполне предостаточно. И здесь не нужно ничего никак крутить. И скажу еще так, всем владельцам, у кого система заточена больше под именно низкие частоты, звук может показаться очень даже грязным и, возможно, даже перегруженным. И это, в первую очередь, уже будет связано скорее с тем, что эти мастеры для альбомов, которые уже выпускались лейблом Century Media, они как раз уже все идут вот с таким звуком. Но это уже чисто свое только мнение, и не более. Если выделять на альбоме какой-то из диапазонов, то ты можешь выделить здесь низкий диапазон, низкочастотный. Да. Высокого его как-то тут поменьше, но я считаю, что тут вполне тоже достаточно. А с серединой все в порядке? Да, ну чтобы там звук куда-то там вот пропадал там или еще что-то, ничего этого и я не уловил. Мне все абсолютно устраивает. Понятно, то есть абсолютно ровное звучание с небольшим выделением низкочастотки. Ну да. Но я вообще считаю, что это вообще как такой специфический звук для вот именно вот этих именно переизданий, и скорее даже самого лейбла. Я считаю, что это их такая фишка. Как тебе детальность на альбоме? Запись четкая или скорее мутноватая? Четко. Абсолютно. Да. Единственное, что вот хочу сказать, то, что я не слышал, к сожалению, как звучит сам оригинал, потому что у меня просто на руках его не было. Но оно вполне оправдывает свою цену. То есть для одинарной пластинки я считаю, что альбом записан очень даже достойно. Да, я чуть не забыл. Расскажи, как ты относишься к лейблам, которые на переизданиях делают из красивой картинки что попало? Как, например, на этом издании. Честно говоря, я отношусь вообще отрицательно. Не люблю, когда вот из оригинала ее или обрезать начинают, или особенно если берут какой-то исходник с низким разрешением, и потом его уже растягивают или еще что-то там с ним делают. Это все-таки это не совсем грамотно. Вообще лучше все-таки первоисточник брать. И я хотел немножко еще сказать пару слов по поводу комплектации именно вот этой пластинки. Сама пластинка поставляется с глянцевым конвертом, поэтому я настоятельно советую, вот постарайтесь очень аккуратно ее сразу же вытащить и переложить в нормальный антистатический конверт с клапаном. Потому что вот в этом случае вам удастся ее сохранить вообще на довольно долгое время. В противном случае вы просто-напросто уже рискуете через 3-4 прослушивания всю ее уже исцарапать. Я не знаю, вот с чем это связано, но на многих лейблах есть, к сожалению, такой синдром. Помещают пластинку в конверт без вот этого какого-то вот именно клапана. И из-за этого она, к сожалению, если ее аккуратно не вытащить, то человеческого уже вот звука уже из нее уже не удастся услышать. Хорошо, все понятно. Спасибо тебе еще раз за ответы. Спасибо. Вот и пока. Что же, вот такой получился небольшой обзор для вас в рамках нашей новой рубрики «Переиздания против первопрессов». Надеюсь, вам это было интересно, полезно. В дальнейшем будут новые обзоры в рамках этой рубрики. Ну а с вами был Владислав. Слушайте только качественную музыку и слушайте ее на виниле.